В декабре минувшего года известная многим Take-Two Interactive, под крылом которой находятся такие компании, как Rockstar Games, собирались купить студию Codemasters за $994 миллиона. Студия прославилась как специалисты по части гоночных игр. По всей видимости, Electronic Arts считают, что только они могут заниматься выпуском спортивных гоночных игр, и эту новость компании восприняли не очень хорошо. Да и к тому же, зная отношение Take-Two к своим студиям, из Codemasters мог вырасти потенциальный конкурент. Короче говоря, любой расклад оказал бы негативные последствия для электроников. Поэтому они, как настоящие мажоры, совершили ход конем. Несколько представителей Electronic Arts пришли в офис к авторам Dirt и перебили цену Take-Two, предложив им $1 миллиард и 200 миллионов. От такого предложения студия отказаться не смогла, и уже 18 февраля были урегулированы все юридические и экономические вопросы, и сейчас Codemasters — это часть Electronic Arts. Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон выступил с официальным заявлением для всех журналистов. Цитируя Эндрю, случившееся можно считать началом новой захватывающей эры гоночных игр, которые объединяют талантливые команды Electronic Arts и Codemasters. По словам Эндрю, можно ждать от Electronic Arts как минимум один гоночный проект в год. Благодаря этой покупке Electronic Arts получила в свои владения права на такие тайтлы, как Grid, Dirt, F1, Project Cars. Но у многих возник вполне логичный вопрос: что из этого выходит? Нам радоваться, плакать или ничего не поменяется? Поэтому данным роликом я хочу с вами порассуждать по поводу всей этой ситуации, определиться, как это повлияет на мир игровых гонок в дальнейшем. Если у вас есть свои домыслы, то пишите, будет интересно пообщаться на эту тему в комментариях. Неудивительно, но многие сразу начали думать о том, что Electronic Arts передадут дальнейшее развитие серии Need for Speed именно в руки Codemasters. По мнению большинства игроков, это было одной из главных причин покупки. Но я скажу честно, я отношусь к этой версии с большим скепсисом. Во-первых, говоря об этом, стоит учесть, что план разработки никуда не уходит. И явно, что у Codemasters есть определенный список готовящихся игр и примерный график развития всех своих продуктов. К примеру, всем известная F1 выходит ежегодно. Также фанаты давно определили закономерность, что помимо F1 каждый год у Codemasters выходит как минимум еще одна игра из какой-либо их франшизы. Во-вторых, самым очевидным аргументом против того, что Codemasters будет работать над жаждой скорости, так это то, что совсем недавно Electronic Arts расформировала студию Ghost Games и пересобрала ее из того, что осталось, и некоторых других студий, в обновленную Criterion Games. Анализируя всю ситуацию, можно с большой вероятностью сказать, что Electronic Arts прокачает конвейер F1, чтобы продолжить каждый год выпускать новую игру серии, как они это делают сейчас с FIFA. Да, можно сказать, F1 для Electronic Arts — это FIFA от мира гонок. Главное из всего это прояснить, что над Need for Speed продолжит работать именно студии Electronic Arts, которые у нее уже были. Ну и в-третьих, все новые NFS, как и основные продукты Electronic Arts, уже довольно длительное время разрабатываются на Frostbite, личном игровом движке компании. Учитывая график выхода Need for Speed, то есть новая часть должна выйти уже в новом году. Codemasters банально не успеют разобраться с данным движком, чтобы разработать игру. В свою очередь, все игры, купленные компанией, работают на движке Ego. Этот движок и все его технологии также находятся в руках у Electronic Arts. И тут у многих возникла надежда, что Electronic Arts будут использовать его непосредственно для Need for Speed. Если вы так считаете, то вынужден вас разочаровать, поскольку вероятность того, что следующие игры в мире Need for Speed будут на этом движке, крайне мала. Однако можно сделать сильную поправку на то, что успех портативных игр может заставить Electronic Arts переносить игры и туда. Может банально запрячь Codemasters портировать какую-нибудь их игру на смартфоны или же Nintendo Switch, и таким образом, начиная с малого, они будут постепенно набирать обороты и набивать руку в использовании Frostbite. Например, нельзя исключать вероятность, что новая Need for Speed может выйти на Switch. Казалось бы, на этом уже можно закругляться со всеми этими теориями, но перед тем, как закончить, я хочу напомнить вам одну историю. В начале 2009 года Electronic Arts решается вновь поменять сеттинг всеми тогда еще любимый Need for Speed. Для этого они нанимают тогда еще малоизвестную студию под названием Slightly Mad Studios. Именно благодаря Electronic Arts и Need for Speed мир узнал об этой маленькой, но амбициозной студии. Они выпускают Shift, который стал очень популярным. Благодаря этому Electronic Arts заключает с разработчиками контракт на разработку второй и третьей частей сразу. И поначалу все было нормально. Выпускают второй Shift, как вдруг издатель отменяет разработку триквела и предпринимает попытки поглотить студию изнутри. Об этой ситуации есть хороший ролик на канале Malahit Show, можете чекнуть. В итоге Slightly Mad кое-как удалось избежать поглощения, и она начала выпускать новые проекты под крылом издателя Bandai Namco. А в ноябре 2019 года компания Codemasters купила их. Гоночная студия в руках у компании, специализирующейся на гонках. Казалось бы, вот он хэппи-энд. Однако спустя год сама Codemasters была выкуплена Electronic Arts. Чисто теоретически
практически ничто не мешает EA возродить Shift, снова передав его Slate Limit Studios. Однако у них есть уже проект, похожий на Shift. Это Project Cars. И следовательно, Electronic Arts невыгодно выпускать два похожих тайтла. Так что либо будет только Shift 3, либо только Project Cars 4. А что может быть еще? Ну, предположим, совершенно новый гоночный IP. Почему бы и нет? Ведь, как мы знаем, под крылом Codemasters помимо Slate Limit находятся выходцы из Evolution Studios. В 2016 году данную студию прикрыли, и почти все кадры ушли именно в Codemasters. Ну, ушли и ушли, чё бубнеть. А то, что именно Evolution Studios создала такие проекты, как Drive Club и MotorStorm, а зная, какие инновационные решения привносили в эти игры, то можно понадеяться на что-то крутое и новое. Ладно, давайте вернемся к началу ролика и постараемся ответить на вопрос, почему Electronic Arts не позволила Take-Two купить данную студию. Начнем с того, что у Electronic Arts до покупки был только один гоночный тайтл, непосредственно сам Need for Speed. Зная, что происходит с этой серией, можно понять, что франшиза жажды скорости теряет фанатов. Бюджеты становятся все ниже, а игры все больше и больше кажутся копиркой друг друга. Что делать в такой ситуации? Правильно анализировать рынок. Предположим, я и есть Electronic Arts. Смотрю, существует хорошая компания, которую мне купить по карману. Анализирую ее игры. Дёрт, окей, тем самым забираю фанатов раллийных гонок. Идем дальше. F1, супер, теперь моя корпорация будет и симуляторы делать. Grid и Project Cars. Прикольно, рынок сим-карт тоже заберем. Дорого, но если мы их купим, то сможем отработать убытки на выпуске франшиз со стабильным доходом. Так, смотрим поток кадров. Оп, остатки студии, которая делала Drive Club. Чем они славились? Погодными эффектами и крутой адаптацией консольной мощи. Движка Sony в гонках. А что если им дать Frostbite? Вдруг они его смогут изучить? Таким образом, Electronic Arts захватывает крупную часть гоночного сегмента. И ралли, и аркады, и симуляторы. Да и потенциальный конкурент в лице Take-Two уходит дальше на задний план. Однако, если бы все-таки Take-Two купила компанию, то был бы неплохой шанс того, что они захотели бы возродить всеми любимую Midnight Club. Ведь давайте быть честными, разработчики, ответственные за Midnight Club, давно не имели опыта в гоночных играх, а Take-Two спокойно могла заставить Codemasters возродить серию. На эту тему можно еще долго рассуждать, но если вкратце, то как по мне, эта ситуация скорее хреновая, чем хорошая, ведь тем самым Electronic Arts подавляет конкурентов под себя, и в гоночном сегменте остается меньше противников. Как принято считать, именно конкуренция между двумя условными компаниями заставляет их развивать свои проекты. Это заметно на любом рынке. Но зачем стараться, если соперничать в конечном итоге не с кем? Потенциальный потребитель все равно приходит к тебе. Именно такое сейчас происходит с EA. Очень страшно и будет очень обидно за всеми любимые серии игр, ведь есть шанс, что от них ничего хорошего не останется. Нам еще повезет, если электроники просто не закроют все нафиг и не оставят Codemasters просто как студию поддержки. Это был довольно интересный и тяжелый ролик. Если он вам понравился, то оставьте свое мнение в комментариях. Напишите, что вы думаете о ситуации, что вы думаете о моих домыслах и раздумьях. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!